Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит всем тем, у кого Солнце в Тельце, асцендент в Тельце или же финансовые дома в натальной карте, это 2, 6 и 10, находятся в знаке зодиака Телец. Да, ребята, это финансовый гороскоп. Присаживайтесь поудобнее, уже очень актуальным становится это видео, потому что нас с вами ждет потрясающая осень 2025, когда нам всем необходимо будет поднажать. И да, друзья, конечно же, рекомендации будут немножко разные, в зависимости все от того, по Солнцу ли вы Телец, по асценденту или же по финансовым домам. Какие финансовые дома у вас более заполнены, такие будут и рекомендации. Естественно, расскажу, в каких сферах зарабатывать, с помощью каких качеств, какие необходимо развивать для того, чтобы получать то самое тельцовское удовольствие и наслаждение от своей работы. И это, пожалуй, основное такое качество, если мы говорим про вас как про тельца. Потому что неважно, по Солнцу вы Телец, по асценденту или по финансовым домам, основная ваша фишка – это и суперсила, это удовольствие от работы, от того дела, которое вы делаете. Ваш единственный управитель – это Венера. И здесь, естественно, все будет завязано на красоте, на эстетике, на финансах, на деньги однозначно. Чтобы деньги не шли к Тельцу, это нужно очень сильно постараться, потому что Телец – это земной знак, земная стихия, и здесь однозначно деньги – это про Тельца. Но не получится зарабатывать деньги, если у вас нет удовольствия, потому что ваш единственный управитель Венера говорит, что от работы вы должны получать истинное наслаждение. И здесь, конечно же, да, когда вы чувствуете, что вы устали, когда вы чувствуете, что сил больше нет, это будет такая история как раз-таки вашей упущенной выгоды и отсутствия мотивации, да. И здесь нужно таки понимать, что мотивация – это такая вещь эфемерная, нужно превращать ее в действие для того, чтобы все оно такое было. И да, если вы Телец по Солнцу, то здесь история заработка, конечно, такая очень обширная, потому что финансовые дома у вас могут быть в совершенно других знаках, да, но основные ключевые качества ваши Тельца по Солнцу являются все-таки это неторопливость, это мягкость, движение вперед, то есть это интересоваться искусством, культурой, вырабатывать насмотренность, да, смотреть, что людям нравится, ну, для того, чтобы производить тот самый сервис, который вам хочется, потому что бизнес – это та история, и работа, собственно, это та история, когда ты на высоте делаешь свою работу, и ты отдаешь, что ты отдаешь и получаешь взамен финансовую благодарность. То есть это вот такая история, она так работает. И здесь, конечно же, должно быть стремление к накоплению, к отсутствию транжирства, не создавать себе каких-то быстрых резких ходов. Конечно же, здесь нужно смотреть еще, какие планеты у вас очень активны в натальной карте. А то, если у вас очень активный Уран, то вы, естественно, если еще Уран находится в напряженном аспекте с управителем Венерой, тогда здесь вообще хочется каждый день экспрессии блистать, да, и делать, наоборот, нечто такое, вау, очень странное, но именно у вас это будет сходиться и получаться. Здесь, естественно, все зависит от личных показателей, и я рассказываю общий гороскоп, ребята, и так разбиваю на очень много разных компонентов, поэтому если у вас свой собственный вопрос, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. И именно эти 3 показателя, чтобы я посмотрела, в каких домах у вас что находится, где у вас находится знак Тельца, чтобы в этой истории работать. А если вы Телец по Солнцу, то это основные качества, про которые я сейчас буду говорить, и их нужно раскачивать для того, чтобы энергии для бизнеса, для роста в жизни было больше. Ну и для любовных отношений в том числе, потому что Венера управитель тоже про любовь, про отношения, да, про то, как нам нравится. И да, нужно учиться зарабатывать мягко, неторопливо. Как я всегда говорю, медленно, но верно. Даже если устал, отдохни, но все равно смотри в направлении цели, в которую тебе нужно идти. Да? И очень важно быть нацеленными на результат.
То есть прям-таки оказывать услугу, которая принесет материальный эффект, то есть осязаемый, то есть мы можем это как минимум видеть прямо сейчас, либо мы можем это прямо-таки потрогать и восхититься. То есть нам нужно от работы как тельцам получать видимый эффект от своей деятельности. Неважно, маникюр вы делаете или же вы кофе вкусный сделали, да, то есть здесь вот такая история. Естественно, очень важная история это иметь таланты и зарабатывать на своих талантах, то есть собственные усилия, опора на собственные таланты. И здесь можно сколько угодно связей иметь, но если вы услуги свои, качества или ваш сервис, или ваша работа так себе посредственная, тогда, конечно же, и работы у вас будет не так уж и много, и финансовой истории будет и так себе неудачной очень много, да, поэтому здесь, ребята, нужно таки понимать, что владение талантами, их такой классный, потрясающий уровень, это то самое, что вам нужно. И это принесет результат и продуктивность вашей работы, даст вам такую большую, мощную историю сарафанного радио для того, чтобы все клиенты, люди вас находили. То есть работаете ли вы в найме или работаете ли вы во фрилансе. Да? Если вы работаете в найме, то вас будут как специалиста знать и будут к вам приходить. Да? А если вы работаете сами на себя, то здесь, конечно же, история, вас будут знать и будут приходить к вам за той самой услугой, которой хочется, да. И расскажу все-таки, где лучше работать, в найме или на себя, потому что эта история очень актуальна в нашем времени сейчас. И сразу забегая вперед, скажу, что здесь нет хороших и плохих. Кто-то сейчас наоборот уходит в найм, кто-то сейчас уходит в свободное плавание, кто никогда там не был. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Здесь не нужно быть категоричным, просто каждый выбирает для себя, что ему важно. Ну и что? Интеллект, особо знание интеллекта нужно только если вы выбираете финансовую такую историю, да, потому что тельцовская история про деньги, здесь можно работать просто бухгалтером или финансистом, и это тоже важная история. Но здесь уже тогда подключаются другие сложные аспекты в вашей натальной карте, если они у вас есть однозначно. Но если у вас знак тельца или тельцовское солнце находится в 8-м доме, тогда финансист, аналитик, биржевой брокер, эта история 100% ваша, да. Но здесь, конечно, нужно понимать тогда, как тельцу вам очень сложно, в принципе, по жизни будут даваться эти истории, но кому-то наоборот эта сложность нужна. Здесь нет категоричных историй, да. Что еще сделать? Если вы решите вкладывать, зарабатывать деньги, то эта история, конечно же, однозначно про накопление. Настоящий телец всегда копит, и чем больше вы копите, складываете свои же заработанные деньги, тем больше они к вам приходят. Это такие основные истории, да, то есть основная мощь. Ну и про риск я уже, конечно, сказала, такая важная история. Сферы. Сферы – это те моменты, где хорошо получится проявить себя. И да, они могут быть как и более глобальные, как и более... Вы можете сами сужать их, ну, например, работать в дизайне, да, то есть совершать красивый интерьер на улице, либо это ландшафтный дизайн, да, напрямую работать с землей, с деревьями, с кустами. То есть это история, которую выбираете вы, что вам хорошо, в зависимости от начинки натальной карты. Возможно, у вас очень заполненный земной канал, и вы, в принципе, любите работать в целом с недвижимостью, и на природе находиться не очень вам хочется, да, то есть здесь вы можете создавать дизайн интерьера, рисовать его, и здесь, естественно, вам очень нужен будет развитый такой навык, как история искусства, да, культуры, надсмотренности, и то есть здесь свои навыки и таланты, которые шли с вами в жизни, то есть чтобы это было эстетично и красиво, однозначно, да, красота, эстетика
И здесь неважно, вы ведете эстетический бьюти-блог или у вас просто ваша сфера деятельности, например, кофейня, она оформлена эстетически, да, сюда же тоже можно отнести, то есть закончу историю про красоту, бьюти-сферу, различные бровки, реснички, то есть все, что связано с преображением, одеть красиво человека, это, естественно, дорогие тельцы, потому что вы истинные шмотники. Это та история, которая очень хорошо работает с вами. Вы любите одежду, любите красиво одеваться. И здесь, если вы не любите этого делать, дорогие, у вас второй дом в Тельце, и вы не любите заниматься вот этим вот всем, вы думаете, зачем нужно вообще в принципе столько одежды, столько всего накапливать, но это для того, чтобы было множество вариаций развития своей жизни, карьеры и тому подобное, да, и уже там, конечно же, выход на совершенно другой уровень при подключении более сильных планет, да, то есть уход в моду, в совершенно другие истории. Да, бьюти-сфера, маникюры, бровки, красота, эстетика, уход, да, но без такого фанатизма, как, например, в косметологию, там уже вот такие сложные моменты, да. Если мы говорим про здоровье, что тоже относится, да, то здесь, конечно, здоровье на стыке, конечно же, красоты и здоровья, здесь все косметические процедурки, но без сложных историй, да, без различных медикаментозных, да, показаний. Я вот здесь про это. Если опять же говорить про здоровье, то здесь нутрициологи, диетологи, можно сказать, все, что связано с едой, с заботой о себе, о своем теле, да, о своей красоте с точки зрения вот этого, да, питание, еда, сфера. Но здесь большая такая история с едой связана, конечно же, с каналом рака. У Тельца это все-таки вот такие красивые, эстетично оформленные, легкие кафе, прийти, насладиться моментом, не так, чтобы вот прям устроить себе там свадьбу, но это такие легкие кофейни, это когда красиво, эстетично посидеть, встретиться, и насладиться моментом кофе и побежать дальше, да, то есть это такие тельцовские сферы, от которых хочется жить и расслабляться. Если мы говорим про такие более уверенные и мощные, потому что здесь можно сказать какие-то сферы, вы скажете, ну они абсолютно девчачьи, да, мужские. Какие мужские? Потому что да, и мужчины меня тоже смотрят. Я скажу, что очень много, кстати, мужчин, которые работают и в интерьере в том числе, да, то есть здесь как раз-таки история, связанная и с мебельным бизнесом, да, история с финансами, то это финансист, история, конечно, снабжения, закупки, все, что связано с теми сферами, которые я только что назвала, но вы можете, например, обслуживать эти сферы, например, быть закупщиком в какой-нибудь кофейне и знать, какое оборудование туда поставить, как это все оформить, как это провести по документам. И эта история однозначно мужская, потому что мужчины очень хорошо считают. Но я знаю, что и женщины хорошо считают. Если мы говорим про финансы, то здесь спокойно можно работать бухгалтером, считать денежки, попивать кофеек, и будет все хорошо. Это тельцовские сферы, да, где нужно копить, накапливать опыт, таланты свои, то есть развивать. То есть если мы говорим про деньги, то здесь нужно постоянно свой навык просчета бухгалтерский поднимать, то есть постоянно, чтобы был поток клиентов, и они были каждый раз интереснее, да. Вы делаете хорошо свою работу, вас хвалят, рекомендуют, и вы в прямом смысле, у вас есть потрясающее сарафанное радио, и вы можете обслуживать несколько разных фирм и тем самым делать себе деньги. Если же ваша история связана с нутрициологией, то здесь, естественно, у вас может быть много клиентов, заботящихся о себе, о своем здоровье в том числе, да. Если мы говорим про эстетику, про красоту, то эта история тоже всем понятна, да, ребят. Ну и про интерьер, про дизайн, про красоту, все, что связано с этим. Здесь необходимы свои такие качества,
который требует свой определенный взгляд. То есть здесь очень много знаний тоже нужно на эту тему развиваться, когда говорит, ой, да ладно, какая разница, вот здесь просто повесим эту картину, здесь вот это посмотрим, здесь же знания эргономии, в том числе, да, и экономии, как бы где-нибудь вот это сэкономить, здесь хорошо прибрать, здесь сделать эстетично, здесь, чтобы оно вписалось, то есть здесь подбирать нужно очень много, и, естественно, сказать, что, ой, да ладно, вообще все неинтересно, ну, ребят, конечно же, когда не развиты вот такие тельцовские качества, да, когда мы не понимаем, как нам идти, то, конечно же, есть и минусовые. Это нарциссизм, когда мы уходим в те качества, как, ну, вот, с той же одеждой, красотой, бьюти, то есть мы делаем такой очень сильный перебор, да. Здесь, конечно же, нужно смотреть уместность и актуальность, да. Иногда очень даже как сейчас развита нюдовая история, она очень хорошо продается. И здесь нужно, конечно же, следовать тенденциям моды и ни в коем случае не зависать где-то там. И вот своя вот эта история, которая не ориентирована на сервис, она, конечно, будет очень сильно мешать. Про шмотничество уже, как говорила, про такую минусовую качество, когда есть история с накоплением, когда захламление пространства и тому подобное. Это очень сильно тормозит в движении вперед, да? Когда сложно сдвинуться, в принципе, с места, такая минусовая тельцовская история, неважно, телец вы по солнцу, по асценденту, либо по финансовым домам, то здесь, конечно же, сложно двигаться вперед, сложно пойти в какие-то моменты новые, потому что есть очень сильный страх рискнуть, начать. То есть даже начало движения вперед ассоциируется с риском. Здесь нужно с этой историей поработать, потому что очень сильно можете приземляться, да, и жить на том уровне, лишь бы ничего не менять, лишь бы ничего не менять, лишь бы все оставалось так, потому что страшно идти вперед. Такие минусовые тельцовские качества, они не самые плохие, просто постарайтесь в них разобраться и немножко воздуха туда добавить, потому что все-таки для того, чтобы денег было больше, нужна история движения вперед. С одной стороны же у вас огонь, то есть это действие, да? С другой стороны у вас воздух. И здесь нужно от каждого знака подпитываться, тем не менее, да? Воздух — это общение с клиентами, но при этом иметь свой взгляд, свою позицию, умение показать красиво, рассказать. Очень важен управитель Венера в таком благоприятном положении в натальной карте, но я прекрасно знаю на опыте, что мало у кого Венера есть гармоничная в натальных картах, и, как правило, если Венера напряженная Плутоном, то здесь свои сбои. Если напряжена Ураном, то это однозначно тоже свои. Ураном напряжена это, когда наоборот хочется что-то такое экстраординарное сделать, но не получается, да, например, в тренд попасть, и получается такой резкий амплитуды вверх-вниз, и получается что-то сделали, не получили результат, все, дальше мы не движемся. Если же Венера напряжена Плутоном, то хочется здесь все сразу и прямо сейчас, быстро денег. Сделали несколько действий, не получилось, такой объем валовый не вышел, все, мне это не подходит, надо срочно что-то менять, да. А если напряжена Юпитером, то это вообще, если я вот сейчас вот это вот все не скуплю вокруг себя, чтобы меня только не считывали такого же классного специалиста, то есть мне нужно быть как все, и тогда, как все роскошные, и тогда вот у меня тоже все будет хорошо. Дорогие, это такая история сбитых фокусов, поэтому если у вас есть такие вопросики к себе, отдышитесь, остановитесь. Тельцовская тактика — это медленно, но верно. Когда вы двигаетесь и вы знаете, что вы идете и решаете вопросы клиента, и вы понимаете, что вам самим кайфово от этого, да, то есть неважно, вы занимаетесь подбором питания, либо спортивные тренировки, потому что здесь все, что связано со здоровьем, здесь спорт тоже может быть, да,
та же растяжка, тот же пилатес. То есть, когда вы видите результат у человека, его сброшенный лишний вес, да, когда вы понимаете, что человек начал жить по-другому, либо же вы видите внешнюю красоту, эстетику, когда вы человеку реально подобрали красивый образ, и ему от этого очень красиво, хорошо. Человек красиво сходил на свидание, встретил свою вторую половинку, и вы понимаете, что это дело жизни, которое вас настолько радует, и вы готовы с этим работать. Особенно, ребята, очень важные девчата, если у вас второй дом занят, то есть если у вас заполненный второй дом планетами, то тогда вы будете спокойно, еще если эта история в каком-нибудь земном знаке, в Тельце в том числе, ну либо же Дева и Козерог, тогда вы можете спокойно работать где-нибудь в найме, и вы там будете работать очень даже хорошо. Вы будете делать, оказывать свои услуги, и при этом не волноваться еще, кто будет у вас СММ, кто будет рекламу вам делать, кто будет оплачивать ваш офис. Вы просто кайфуете там, и вы спокойно себе зарабатываете, берете несколько различных проектов. Если у вас заполненный второй дом планетами, то вы берете несколько проектов, связанных с этими планетами, и тогда у вас очень хорошо идет движение вперед. Вас могут не знать как такого обширного специалиста, но у вас будет просто потрясающее сарафанное радио по сферам, с которыми вы работаете. Если же у вас заполненный шестой дом планетами, и там есть Телец или же Тельца нет, да, то есть заполнена эта история, вы по Солнцу, например, Телец, да, тогда вам необходимо, конечно же, уже брать какую-то должность. Здесь можно работать в найме, либо быть управляющим, например, какого-то одного из магазинов, например, или одной кофейни, или когда слишком много офисов, да, то есть уже становиться таким немножко управляющим, ну хотя бы отдела, понимаете, да, в котором вы ранее работали. То есть здесь нужно брать уже такую, знаете, ответственность повыше. Ну а, конечно, если у вас 10-й дом в знаке Тельца, то все те сферы, которые я говорила, и у вас множество планет находится как раз-таки в 10-м доме, то тогда вы хотите стать именно известной личностью, у вас амбиции на это, да, то есть вам хочется стать известным либо в мире искусства, либо в мире моды, либо уже, конечно, красота, эстетика, бьюти-сфера, либо это что-то такое вкусное, связанное, конечно, с индустрией питания в том числе, да, то есть это какая-нибудь такая кофейня романтичная, не знаю, да, все что угодно. Либо у вас просто вы хотите стать таким надежным финансистом, вы хотите просто уже быть не просто на аутсорсе, вы хотите иметь какую-нибудь такую фирму для того, чтобы у вас все шло, и вы этим классно управляли. То есть вы хотите сделать свой бренд, если у вас 10-й дом в Тельце, если там еще и Солнце, если там еще и Венера, это 100% так. Если там такие планеты, как Плутон, Марс, Сатурн, тогда вы и Юпитер, вы 100% хотите быть там, и вы хотите, чтобы вас видели, знали, как специалиста, к которому нужно обратиться, и у вас есть все вариации к этому прийти. Но скажу вам так, что в 10-й дом очень сложно прийти. Я не говорю, что невозможно. Здесь требуется очень много усилий, терпения. Но у истинного Тельца терпения всегда предостаточно, всегда его хватает, потому что это основной компонент тельцовской истории. И для того, чтобы, естественно, в любой вообще, в принципе, неважно, какую сферу вы выберете для работы, но 100%, находясь здесь сейчас, слушая меня, вы знаете свои таланты, вы знаете свои качества, и вы знаете, кем бы вам хотелось работать. Начните это развивать, начните вкладывать свою внешность в инструменты своего труда, да, то есть неважно, что это будет, либо это будет обучение, либо же это будет как раз-таки то самое инструменты труда, что продвинет вас хоть немножечко в эту работу. Ну, естественно, да, если вы хотите стать кем-то значимым, то было бы полезно поработать где-нибудь в найме на какой-то должности, чтобы посмотреть, как устроен этот бизнес, потому что когда вы знаете кухню изнутри, вы знаете потом, как ею управлять, вы можете посмотреть на ошибках других людей, как этим управлять, потому что если у вас заполненный 10-й дом,
Вы однозначно хотите быть управленцем, единственным лицом в бизнесе, но при этом вам нужно научиться управлять и руководить своим бизнесом. Вот такая красивая история у Тельца. И на самом деле, дорогие друзья, тельцовская история и движение по жизни – это такой вайб, который нужно почувствовать, да? Когда, если ты перестал получать удовольствие от работы, если ты не получаешь и не делаешь качественно эту работу, то тогда вот этот внутренний тельцовский запал, он теряется, и финансы уменьшаются. Поэтому здесь ваша суперсила – это качество, ваша суперсила – это удовольствие, и ваша суперсила – это стабильность и планомерность. То есть стабильный результат. По чуть-чуть вы делаете одни и те же действия, к которым вы привыкли, которые вы любите, и они вам нравятся. То есть здесь делать какое-то резко что-то хаотичное может быть чревато. Поэтому нужно смотреть, конечно, по указателям вашей натальной карты. Но если, конечно же, у вас Уран находится в 10-м доме, и у вас сейчас транзиты Урана, и у вас там все в Тельце в 10-м доме, и как раз-таки сейчас транзит Урана, и вы мне напишите, я вам скажу, резко внедряйте нечто новое, экстраординарное, креативное, подключайте креативный отдел, и тогда, конечно же, вот оно получится. Но здесь, конечно же, нужно такое дело смотреть, потому что тельцовская история – это, конечно, стабильность и гармоничность. Вот такая история с финансовым гороскопом для тельцов, мои дорогие. Поэтому, если у вас остались вопросы, оставляйте в этом видео. В конце прикреплю еще актуальные ролики. Если вы их не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Я надеюсь, они вам очень сильно помогут разобраться в себе, что не нужно подстраивать себя под обстоятельства, нужно из себя достать таланты, отточить их до качества профессионала и быть на высоте в своем деле. И тогда у вас все будет, как вы хотите. Ну что, ребят, спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!